Всем добрый день! Сегодня говорим с вами о гортензиях и о том, чем обработать гортензии от различных заболеваний. В период дождей на растениях появляются различные заболевания. Это могут быть грибковые заболевания, это могут быть бактериальные заболевания, вирусные и так далее. Гортензия – растение, которое практически мало подвержено этим заболеваниям. Однако при неблагоприятных условиях эти болезни все-таки могут проявляться на ваших гортензиях. В чем же они проявляются? Это может быть септориозная пятнистость, кольцевая пятнистость, серая гниль, мучнистая роса. Ваши растения могут также хлорозить. Для того, чтобы растение не обрабатывать несколько раз за сезон, необходимо провести хотя бы один раз в сезон профилактическую обработку. Посмотрите, все мои растения выглядят прекрасно. У них крупное соцветие, они очень эффектные, достойно смотрятся. У них хорошая темно-зеленая листовая пластинка, а все потому, что один раз за сезон я провожу профилактическую обработку не очень сильным препаратом от заболеваний на гортензиях. Дело в том, что если ваши все-таки гортензии подвержены этим заболеваниям, то таких обработок, скорее всего, придется 2-4 обработки провести все-таки за сезон. Должна вам сказать, что если бактериальные и грибковые заболевания лечатся на гортензиях, то такое вирусное заболевание, как кольцевая пятнистость, которое проявляется в виде расплывчатых пятен диаметром до 2 см, бороться с этим заболеванием невозможно. Растение придется удалить. Итак, хорус – это препарат, предназначенный от болезни, действует при температуре плюс 3 градуса по Цельсию. При температуре выше 25 градусов действие его снижается. Наиболее активен он в сырую погоду, проникает внутрь грибов, останавливает действие грибницы, активен против мучнистой росы и различных пятнистостей. Хорошо себя проявил препарат Абига-Пик от грибных и бактериальных болезней. Скор – прекрасный препарат, также способен остановить влияние различного комплекса заболеваний на гортензиях. Медный купорос. Достаточно 15 граммов медного купороса, 150 граммов мыла на 10 литров воды развести и опрыскать ваши растения. Если вы используете фитоспорин и аллерин Б, должны знать, что они используются для профилактики, в профилактических целях. Топаз – прекрасный препарат, также действует от комплекса различных болезней, в том числе и на гортензиях. Если ваши гортензии по какой-то причине начали хлорозить, то я рекомендую использовать железный купорос. При хлорозе 40 граммов железного купороса на 10 литров воды и проливаете ваши растения. Нельзя перебарщивать железный купорос. 1 столовая ложка лимонной кислоты в 10 литрах воды разводите и опрыскиваете ваши растения по листовой пластинке. Опять-таки перебарщивать нельзя. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.